Здравствуйте, вы собираетесь пояснить за свои слова? Здравствуйте. Я немного не понял. За что мне пояснять? Вы не можете критиковать мангаку за его видение. Таких, как вы, критиков, полный интернет. И при всем при этом вы ничего не предлагаете взамен. Что ж. О, Дмитрий! Хейтер! Здравствуйте! Рад вас приветствовать в новом видео. И вас, подписчик. Хейтер, здравствуйте. У вас крепкий хват, наверное, профессионал. Так, ну что ж. Дмитрий, вы собираетесь продолжить пересказ Берсерка? Знаете, подписчик, у меня появились важные дела. Когда вы закончите, я надеюсь, вы продолжите пересказ, а то мы заждались. Мое мнение будет неполным, если я не поясню за свое прошлое видео. А точнее, если не предложу хотя бы один вариант из возможных альтернативных направлений манги. Какой она могла бы быть? Попытаюсь с доказательствами раскрыть то, что в теории мог показать Миура в ранних направлениях сюжета. Я постараюсь хотя бы на чуточку приблизить нас всех к тому берсерку, которого мы лишились. Что ж, давай попробуем. Но по традиции, прежде чем приступить к сути, немного предисловия. Что такое сценарное искусство? Первой необходимой стадией на пути реализации замысла художественного произведения является создание сценария, его литературной основы, в котором определяется тема, сюжет, замес и характеры основных героев. Не буду вдаваться во всю эту производственную херню, потому что я в этом тоже тупой. Остановимся мы только на одном простом и основном правиле – детали должны работать. Более простым языком это объяснил Антон Павлович Чехов. Если в первом акте на сцене висит ружье, в последнем оно должно, сука, выстрелить. Это его дословная цитата. Для примера, лис, запечатанный в японской версии Барта Симпсона, это персонаж-деталь, которая должна сыграть важную роль в дальнейшем. Мы, как зрители, это понимаем без каких-либо прояснений. Итак, это конструктивная формула для активизации всех компонентов драмы, вовлеченных в сюжетное развитие общей идеи. Но основные аспекты детали мы разберем по пути разбора вселенной Берсерка, не останавливаясь на теории. Надеюсь, с этим разобрались. Да, я согласен, что не все мангаки следуют по такому пути визуализации собственных произведений, и многие придумывают сценарий прямо на ходу, раскидывая огромное количество своеобразных чеховских ружей, так называют срабатывающую деталь, на пути повествования, а в дальнейшем анализируя, какую из деталей они могут заставить выстрелить там, где это будет уместно, а какую можно оставить гнить в прошлом и никогда к ней не возвращаться. Итак, а теперь перейдем к конкретике. Манга состоит из нарисованных картинок, которые объединяются в главы. Хоть главы чисто условно разделяются на тома, но структурируют их, в смысле главы, на сюжетные арки. Таких арок в Берсерке на сегодняшний день 5 штук. Это Черный Мечник, Золотой Век, Осуждение, Сокол Тысячелетней Империи и Фантазия. Кстати, если разложить на временной линии арки так, как они должны идти по пути истории, по временной линии, а не так, как нарисовал наш Кент, то можно поймать себя на мысли, что культовость арки Золотой Век в отрыве от арки Золотой Мечник не дает ей то самое культовое значение. Но это я так, к слову, просто подмечаю, ведь у большинства арка Золотой Век является любимой, но при этом они забывают, что без открывающей первой арки концовка Золотого Века казалась бы слишком сумбурной и дикой. Вернемся к основной мысли. Вести наше расследование мы будем до середины арки Осуждения, хоть и позаимствуем пару деталей из последующих арок. Почему? Потому что Шерлок внутри меня считает, что Миура имел раннюю заготовку сценария именно до этого момента. Почему? Все просто, друг мой. Из урока сценарного мастерства мы имеем несколько весьма важных деталей. В арке Черный Мечник Кентавр раскидал весьма много интересных чеховских ружей. Почему Гатсу не нравятся прикосновения? Что это за недомладенец? Куда делись глаз и рука протагониста? Что это за кровоточащая шрамированная татуха и почему его преследуют странные призраки и монстры?
Причем видно, что маленького уродца Миура ввел уже с первого тома. Он четко осознавал, что делает, следовательно, в голове, хоть и, возможно, на скелетном уровне, но он имел план действий. Но, чтобы продвинуться дальше, нам не хватает базовых знаний, а именно такого понятия, как дуга персонажа. Дуга персонажа – это трансформация, которую претерпевает герой от начала к концу истории. Это стадии, через которые он проходит, а также психологический и эмоциональный рост героя в целом. Было бы туповато, если бы персонаж менялся в одночасье по щелчку, поэтому классически он либо претерпевает постепенную эволюцию на своем пути, либо его меняют достаточно весомые поворотные моменты в сюжете. Ну, может, у протагониста всю семью братан убил, например, хотя настолько нелепый идиотский сюжетный твист, конечно, слабоват. Ну, это единственное и самое бездарное, что я смог придумать за 5 секунд, уж извините. Перемены в характере персонажа могут показываться по-разному. Через его действия, слова, отношения, ценности, одежду, привычки, прическу, количество мышечной массы или излишки жира и так далее. В контексте тех примеров в Берсерке, что привел я, мы имеем дело с итоговым результатом. Гатс таким уже является, и нам только предстоит узнать, каким образом он стал тем, кем он стал. Цитата великих меня, пожалуйста. Короче, гражданин Кентавр Миура прекрасно стреляет из каждого раскиданного ружья на локации в следующей арке. Почему Гатс недотрога? Почему предпочитает огромный, как мой меч? Откуда у него этот шрам на носу? Где руку потерял и почему он выбрал вилкой в глаз? Да и в целом он умудряется ответить, что тут вообще происходит. Но Кент не учел одного, что из раскиданных других чеховских ружей, которые не бумкнули, или бумкнули, но не так сильно, как этого требует сама ситуация, можно увидеть хоть и приблизительно, но абсолютно другой сценарный план. Теперь приступим к 3 основным значимым деталям, которые выделил именно я лично при углубленном аналитическом разборе. Маленькая пометочка, можно было выделить больше, но все остальные поручаю вам на дальнейшее раздумье и чудесный байт на комментарии. Клеймо, меч, заряжающийся негативной энергией, и собака тьмы. Кто-то называет ее зверь тьмы. Что ж, гоу по порядку. Что это за клеймо на шее у Гатса? Если в 2 словах, это метка, которой вот эти ребята, больше похожие на школьных ботаников, помечают людей, которых принесли в жертву. Ща все объясню. При помощи этого красного яйца с лицом можно призвать ботанов, как они себя сами называют, длань Господа, и обратиться к ним с просьбой сделать себя апостолом. Конечно же, не просто так, а отдав самое дорогое, что есть у призывающего. Обычно это близкие люди, родственники, друзья, любимая игрушка, волосы и так далее. Важный пункт этого условия – смерть жертвы должна лишить будущего апостола последней человечности и разорвать узы, связывающие его с миром людей. Запомнили? Носим это у себя в голове. Также клеймо болит и кровоточит, когда рядом злые демоны, апостолы, возможно, еще обладает гейдаром, но тут я не уверен. Боль возрастает от силы и размеров апостола. Также клейменный постоянно находится между 2 мирами – миром демонов и людей. Именно клеймо притягивает нечисть. И этот пункт немного не клеится с первой открывающей сценой манги, ведь они чувствовали друг друга, как у них дошло до соития. Но закроем на это глаза, авторское допущение для того, чтобы показать мужскую задницу, хотя при детальном разборе и эта сцена весьма логична, там есть свое прекрасное объяснение. Если хочешь узнать какое, поставь лайк, дружище, и я расскажу. А может быть и нет. А может и расскажу. Короче, возвращаемся к теме. Вторая важная деталь, где азиат совершил ошибку. Меч, который заряжался от убийства демонов и приобрел магические свойства. Хоть первые уточнения об этом происходят уже в 4-й арке, но намеки к тому, что с заостренной плитой не все так гладко, начинаются с самого первого момента, когда Гатс берет его в руки, точнее в руку. После долгого блуждания и уничтожения апостолов и всяких чертяк, меч начал впитывать в себя мощную силу, которая в дальнейшем позволяет уничтожать апостолов высокого уровня. Миура, скорее всего, скрывал этот козырь с впитыванием энергии в меч для того, чтобы грамотно вплести ширки в сюжетную линию. Ведь не стоит забывать, что до этого момента все магические фэнтезийные познания рассказывал Пак. Кстати, с каких пор это превратилось в это? Ладно, вернемся к мечу.
Также не могу не уточнить момент, в котором Миура, скорее всего, уже давно планировал наделить меч уникальными магическими свойствами, что намекало нам с первых же томов, когда Пак уточнял, что человек не способен поднять такую глыбу. А Года, дядька, который собственно его и сделал, вообще был в шоке, что его можно поднять однорукому мальчишке. Ну, Гатсу 20 годиков как-никак. Акцент все же я делаю на то, что Года — куйщик over 9000 уровня, и даже он был. Также в глаза бросается одна весьма мощная цитата в момент появления меча в руках Гатса. «Драконы на то и драконы, потому что люди не могут их победить». Сильно намекает на то, что перед нами стоит уже не полностью человек. Я бы сказал, жирно намекает. Также сейчас не буду углубляться в размышления по поводу законов физики в мире Берсерка. Народные умельцы посчитали вес меча в 176 кг. Так. Пришло время для гуру логики разобрать по понятиям все глупые предположения и поставить всяких безмозглых дегенератов на место раз и навсегда. Так, какие мы имеем размеры меча из первой главы манги? Длина меча без рукоятки 150 см, ширина острие 25, основание 35, толщина 5 см. Итого мы имеем объем 22,500 кубических сантиметров, с учетом заточки около 19 тысяч кубических сантиметров. Плотность железа 7,8 кг на 1000 кубических сантиметров. Итого вес около 155 кг. В жопу науку! Но, если учесть, что меч сделан из другого металла, к примеру, из всеми нами любимого титана, плотность которого 4,5 кг на 1000 кубических сантиметров, мы получаем 81 кг. Я не утверждаю, что это чистый титан. Сам титан как сплав для меча таких масштабов вообще не подходит. Просто говорю, что есть в природе материалы, которые весят не так много. Накинем рукояти закрепы и даже нагло округлим до 90 кг, но теперь в наше математическое вычисление вторгается Года. А кузнец, на секундочку, если был не лучшим, то как минимум потратил жизнь на свое ремесло, и глыбу эту выковал, скорее всего, со всеми своими знаниями. Не думаю, что он хотел сделать его супер неподъемным. Я бы скинул до логических 50 килограмм, с учетом уникальных секретных знаний кузнеца и неизвестности металла. Также не отрицаю, что меч может иметь полые углубления в самой конструкционной форме. Не стоит забывать, что меч оставался в прекрасном состоянии и все еще рубил нечисть даже после нескольких лет странствий Гатса. И даже когда он пришел к Года на перековку, меч был хоть и пошарпан, но все еще отличным. Почему именно 50 килограмм? Я понимаю, что 50 килограмм это запредельная цифра для меча, и поднять его обычный человек не сможет. Но идем дальше. Именно эта цифра подходит к 3 моментам. Во-первых, в одном из упоминаний Года говорит, что таскать его могли только 2 рыцаря. Одному было тяжеловато, ну попробуй походи штангой в 50 килограмм. Во-вторых, Исидора смог приподнять край меча. Думаю, в рычаге хотя бы чуточку приподнять меч весом в 50 килограмм для пацана весом около 35 вполне реально. Ну, с натяжкой, но реально. Ну а в-третьих, я нашел полную реплику меча Гатса, которую он юзал в молодые годы. Его вес почти 8 килограмм. Драгон Слеер выглядит в 6-7 раз массивнее. Короче, все сходится. Тайна раскрыта. Я очистил это место от демонов. Выдайте мне премию за расследование Года. Если какая-то обезьяна вам будет утверждать, что вес меча Гатса овер 200 килограмм, смело харкайте ему в ебало. Но не сходится один немаловажный нюанс. Гатс резко перешел на махание глыбой, которая в 6 раз тяжелее его предыдущего рабочего меча. И это с одной-то рукой. Запомни эту мысль, а мы перейдем дальше. И третья важнейшая деталь – псина тьмы, зверь тьмы, хитрая собака. Хитрожопая субстанция, которая появилась в подсознании Гатса. Вторая личность, воплощение его горя, ярости и жажды крови. Зверь появился на свет во время затмения. Он растет и делается сильнее с каждым сражением и каждым убийством, которое совершает однорукий мечник. Появляться в виде галлюцинаций псина начала как раз в середине арки осуждения в 134 главе. Но Миура намекал на появление псины куда раньше.
раньше. Любое бешеное состояние Гатса и есть этот самый зверь тьмы. Просто с каждым уничтожением апостолов или нахождением в состоянии берсерка псина становилась сильнее до тех пор, пока не смогла визуализироваться в сознании Гатса. Вообще про псину можно сделать целое видео, но мы затронем только одну важную деталь. Ебанутое бешенство Гатса, когда он даже без сознания может сражаться, а значит и псина тьмы, появились после затмения. Итак, у нас есть 3 ключевых момента, и дальше включается моя больная фантазия, и я попытаюсь собрать приблизительный сценарий, который мог бы быть. Из-за клейма Гатс постоянно находится в промежутке между физическим и астральным миром. Ну и Каска тоже, но не о ней речь. Церемония превращения Гриффита в Фемта прошла, но не до конца. Гатс и Каска живы. Раз они живы, значит связь с реальным миром у Гриффита не разрушена полностью. Вспоминаем пункт, который запомнили. Даже больше скажу, Гатс и Каска являются для него самым ценным по сравнению со всеми остальными, кого он принес в жертву. Следовательно, цель убийства Гатса и Каски у Фемта должна быть в приоритете. Что, кстати, делает куда более глубоким персонажа Гриффита, так как нотка человечности в нем будет жить. Ее можно будет использовать для дальнейших сценарных манипуляций. Именно на нее можно сослаться, когда в первых томах происходит первая встреча Гатса и Гриффита в образе Фемта. Тем временем, из-за нахождения между мирами, темная сторона Гатса, потому что жизнь у него и так дерьмо, визуализируется в виде псины. И опять же, нахождение между мирами позволяет Гатсу питаться собственной яростью и использовать энергию в режиме берсерка. Ведь это чистая ярость и желание убивать, потому что вся его жизнь и без того была наполнена негативом, жестокостью и гневом. Псина — это что-то вроде хвостатой лисы у этого пацана, забыл, как его там зовут. Весьма похожая аналогия, на мой взгляд. Она не имеет ничего общего с внешними проявлениями демонов. Это та темная сторона Гатса, которая росла с ним всю жизнь. А теперь у нее есть прямой туннель в реальный мир через ситуацию, в которую попал Гатс. Из-за астрального мира всей вот этой вот хероборы. И именно этот зверь дает Гатсу силу, способную без труда держать меч. Тут заверчена энергетическая связь с предметом, нежели физические данные Гатса. Хоть он и прекрасный фехтовальщик, но это криво вяжется с тем, что меч в 6 раз тяжелее его предыдущего, при том, что теперь у него нет одной руки, а протез выполняет лишь роль рычага. Именно из-за связи с темной сущностью меч не кажется ему таким тяжелым, так как это символ его существования, поэтому зверь подпитывает его, давая ему возможность держать этот меч. Итак, прямо на лицо у нас есть план развития силового потенциала берсерка. Из-за нахождения посередине между мирами он теперь способен питать физическую силу из собственного гнева, в котором он рос всю жизнь. При всем при этом заряжая меч убитыми апостолами и укрепляя с ним связь, делая его еще легче в использовании только Гатсом. Собака постоянно пытается поглотить Гатса, из-за чего у нас появляется еще одна внутренняя борьба персонажа с самим собой, точнее со своей второй частью. Это, знаете, как Джокер, который пытается подавить идеалы и принципы Бэтмена и заставить его убить, а Бэтс не сдается и доказывает, что он сильнее, что его идеалы нерушимы. Итого, у нас появляется прекрасное противостояние. Гриффит с незавершенным ритуалом обращения, в котором еще есть что-то человеческое, и Гатс с незавершенной местью, в котором появилось что-то бесчеловечное. Тем самым это никоим образом не рушит изначальное понятие той идеи, что обычный человек со слепой яростью без мечты только за счет своего упорства, мастерства, смекалки и желания прыгнуть выше своего пика бросает вызов чуть ли не божеству, на пути раскрывая в себе потенциал собственной силы, которую он может использовать для достижения своей же цели, при этом оставаясь человеком, который уязвим и все еще может погибнуть. Нет внешних факторов, которые могут его спасти, нет дурацких костюмов и нет помощников, которые могут все сделать за него. Такая история
могла бы хорошо иллюстрировать то, как темная сторона в одном человеке может противостоять злу всего мира. И я лишь описал один из моментов, не вдаваясь в сюжетные перипетии и движения истории в целом. Это лишь один из альтернативных путей, по которому мог пойти Миура и без использования доспеха, но при этом манга осталась бы мрачной, брутальной, кровавой, с малюсенькой ноткой надежды. Ну что ж, а теперь приступим к пересказу сюжета Берсерка. Кажется, люди начнут подозревать, что я оттягиваю момент с пересказом уже слишком долго, но я не мог иначе. Это моя темная сторона заставляла меня высказаться, чтобы с чистой совестью начать сюжет без какой-либо недосказанности. Кстати, нас уже почти 80, ну это взрывная цифра. Что ж, ну ради такого пересказ будет Легион.